На моем уровне мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. Договариваемся. Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где 2, где 3, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж 2 десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации, с другой стороны, как это в Индонезии было, в Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах, например, как в Омане мы были, вы знаете, что за страна, не бедная страна, очень интересная, Роман Александрович, вы знаете, хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю, там и так ее лишней земли нет. Но самое главное, они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу с воздуха, перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания, и они очень много закупают. Готовы, мы с султаном давно дружны даже, готовы работать. Опять, Роман Александрович, знает, что такое личные отношения на Ближнем Востоке. Без этого не может быть никаких проектов. Поэтому договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам. Видя это, я поручил главе администрации подготовить сегодня совещание. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим, и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий МАЗ поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. И не только, но я к примеру говорю. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет. Вот суть вкратце сегодняшнего мероприятия, чтобы не заволокитили, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимолетом и мимо цели. Но кроме этого и министры, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Это все хорошо, это дипломатия, но съездили, а результат? Дмитрий Николаевич, вы, как бывший посол, бывших не бывает, должны это четко понимать. И вы, как человек системный, должны держать это все на контроле. Никто не должен мимо кассы прилететь. Поэтому, будучи озабоченным результатами командировок, прежде всего на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответственных лиц и правительства, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты. И это элемент президентского контроля, реализации важнейших договоренностей с зарубежными странами. Это уже я конкретно говорю. Конкретно инвестиционных проектов, причем как у нас в Беларуси, так и белорусских проектов за рубежом. В части экспорта в начале этого года наши предприятия сработали неплохо. Экспорта в целом.
Я хочу, чтобы понимали все, я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил: посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности и промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное, потому что у нас экспортоориентированная страна, зачем производить, если продать не можем. И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел, они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, это что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы, присаживайся, у меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятие, целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары. В части экспорта, как вы меня информируете, в начале этого года наши предприятия якобы сработали неплохо. В ходе состоявшегося большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планом, то, о чем я говорил. Вместе с тем давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Чтобы работать в Китае, особенно в Китае и в других странах, простой торговли мало. Это мы видим даже в России. Считайте, как одна страна мы работаем в экономике с Россией. Простой торговли мало, задача решается через кооперацию, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производства. То есть каждый, как и мы, пытается на технологиях белорусских там, или мы на технологиях китайских притянуть себе производство и создать здесь предприятие. Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и, прежде всего, Африки на 26-30 годы. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 проектов, некоторые не проекты, а идеи, на сумму порядка $6 миллиардов для привлечения инвесторов. Вроде бы ничего, 60 проектов, $6 миллиардов. В июне 2026 года Совет министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальней дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию. Кратко я уже об этом говорил. Причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго. Я тоже об этом говорил, поэтому я решил назначить это совещание. Сегодня важно понять, что нам мешает. Первое.
наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж 2 президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну, 2 так 2. Неважно, 2 или 1, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в 1 указ, а другие в 2 указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение: боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны. Второй – финансовый аспект. Мы знаем, что интересует зарубежных партнеров. Сборочное производство, сервисные центры. Так же, как Беларусь тянет к себе, как я уже говорил, автопроизводителей и других, мы видим, что и нас туда приглашают. Давайте, мы готовы, только давайте у нас, начиная даже со сборки, а затем более глубокая кооперация и локализация. И это хорошо. Однако не во всех случаях нам достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям. Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Вот еще меня настораживает, я хочу, чтобы Рыженков это понимал. Вот побывал где-то в Африке, вот туда. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай, не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться: запад, восток, на юге предприятия или на севере. Как я вижу, с Алжиром можно работать, это делать быстро, пока там президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать. Не отказываться от работы с Египтом, не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом. На Западе мы видим Оман, через Оман Танзанию, которая раньше государство, империя оманская была. На востоке Танзания и другие государства входили в этот состав. И с султаном разговаривая, я его попросил: ты нам помоги на востоке. С Кенией мы вели диалог, я там бывал. Хороший тоже президент, они нас ждут, огромная страна. Вот на востоке. На западе, ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал президент, благодарит за визит. И вот только что я прочитал, готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на западе будет Гана, там хорошие порты. Вот зашли с востока, запада, с севера, понятно. На юге у нас есть Зимбабве. Если вот министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо. Мы не гиганты. Гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти. Конечно, после Зимбабве к нам готовы с нами сотрудничать все африканские страны. Мы готовы поставлять им свои технологии, свою технику, помогать с кадрами и прочее. Но денег у нас не хватит, чтобы создавать там опорные какие-то пункты в виде каких-то предприятий.
Конечно, не хватит. Но надо стараться охватить это. Тогда с нами будут сотрудничать еще и потому, что мы можем и российские компании через себя выводить на африканский рынок. Вот это очень важно для нас. Не заволокить, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Но, говорят, частником, но у него и ресурсов, может быть, и ограниченное желание, поэтому государство должно работать. Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации – это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как еще можно получить за таких 2 трактора. Запад давно уже у нас научил работать. Чуть дешевле продавали, сейчас, правда, уже цены приличные. Дешевле продали автомобиль, а на запчастях они имеют еще 2 автомобиля. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Повторюсь, Роман Александрович, премьер 1, премьер 2, бывших не бывает. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которой являются эффективные инвестиции. Поэтому, когда где-то косяки у правительства, я сразу вспоминаю тебя, Роман Александрович. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах. Финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Так прорабатывайте. Для этого мы сегодня и собрались. Поэтому считайте вместе с Банком развития. В конце концов, речь идет от 3-5, но пусть 10 проектов в год. Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как это на селекторное совещание, от еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал. Это Юрий Николаевич мне докладывал, где ты у Барановичах, где на поле? Может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую, но чтобы вы не понимали, это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть, поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Поэтому давайте по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет. Давайте и начнем. Меня интересует Китай. Вы звонили, у тебя 5 минут, максимум 6, для того, чтобы четко сказать, проект есть, двигаемся, не двигаемся. Как двигаемся, сколько собрал автомобилей, сколько собрал коробок передач, двигателей. Ведь мы договорились, что наши отношения с Китаем будут основаны на кооперации. Да, промышленной интеграции, это правильно. Меня очень беспокоит промышленность. И некоторые журналисты начинают президента захваливать, поддерживать его. Они думают, что я больше люблю сельское хозяйство. Товарищи, дело не в сельском хозяйстве. Я уже говорил, если о сельском хозяйстве, мы под открытым небом. Сегодня лило здесь вокруг так, что я 3 раза ночью вставал и смотрел в окно, когда дождь прекратится. И обрадовался, когда утром по суше стало быстрее, спутниковые снимки начал смотреть, где там на нас какие облака. Главное не это, не в этом у меня. Деревню надо сохранить. Деревню надо спасти, потому что без деревни нет страны. Но это разве нормально, если у нас, в Украине или в России исчезнет деревня?
Что молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут. Они то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому. Ну, это так уже отвлекаясь. Поэтому расскажи, что за это время сделано. Потому что ты провел большую работу после моей встречи с Си Цзиньпином, там и форум регионов. Это первый был, да? Да. Вот это очень хорошо. Потому что некоторые регионы, как 5 Белоруссий, а то и 10. 50 миллионов, там 30 миллионов. Огромные регионы. И Си Цзиньпин прав, когда мне говорит, надо напрямую с регионами работать, да. Они многое могут. И ты, наверное, должен почувствовать, скажешь нам, это почувствовал ли, правильно ли это курс. Нам, если по всем этим регионам с ними сотрудничать, так мощи нашей не хватит. Да, конечно, не хватит. Поэтому надо выбирать главное, исходя из магистрального пути, промышленность. Мы определили, что главное – это кооперация в промышленности. Уважаемый Александр Григорьевич, за 5 лет валовый объем инвестиций из Китая превысил 1,3 миллиарда. Ярким примером того, что капитал из Китая идет в нашу страну, является увеличение количества организаций. За предыдущую пятилетку они увеличивались в 1,5 раза, организации с капиталом из Китая, до 242 организаций, которые имеют накопленные прямые инвестиции 597 миллионов долларов, то есть вложенные в страну постепенно, и с численностью 8 тысяч человек. В 2025 году с привлечением китайского капитала и технологий реализовалось порядка 60 инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций 1,6 миллиарда долларов. Из них 52 проекта в китайско-белорусском индустриальном парке. На данный момент активный инвестиционный портфель с Китаем включает 80 проектов, около 80 на общую сумму 5 миллиардов долларов. 35 проектов у нас погружены в директиве, по ним есть четкие, как знаете вы, конкретные сроки реализации проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию. 23 производственных проекта в парке и 22 проекта сформированы уже после принятия директивы.